Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Меня зовут Ева Лехцер. И сегодня с вами хочу разобрать одну очень важную тему, которую почему-то упустила. Хотя, по сути, времени еще достаточно для того, чтобы мы могли ее проанализировать и взять себе на вооружение советы от карт Таро. Но, тем не менее, давайте приступим. И это касается периода ретроградного Юпитера, который у нас вернулся в ретроградное движение 10 октября 2024 года и будет находиться в таком движении до 4 февраля 2025 года. Чем для вас, так сказать, аукнется этот период или на что будет влиять, я сейчас вам детально и подробно расскажу для каждого из знаков зодиака. Но первое, в двух словах, о чем хотела бы вам сказать и напомнить, что именно данное время у нас является временем перемен или, иными словами, работы над ошибками. Именно в тех сферах, где вы не доработали или упустили, или, скажу так, потрудились не на славу. Потому что здесь это трансформация ваших жизненных ориентиров, философских взглядов. Это как новый вектор движения, новые цели в жизни. Для кого-то воспитание внутреннего стержня, а для кого-то кардинальные перемены из-за изменения вашего сознания. Плюс, помимо всего прочего, на ретроградный Юпитер, если мы не хотим меняться сами, Вселенная нам будет посылать учителей, как хороших, так и плохих, чтобы мы сами пришли к тем выводам и переменам, которые для нас назрели и которые для нас будут актуальными. Поэтому сегодня все об этом красавчике. Итак, начнем традиционно со знака зодиака Овен. Будем смотреть, что же вам подготовит данный период. Конечно же, каждый из вас, возможно, просмотрел уже соответственные прогнозы от других астрологов на YouTube, но сейчас мы это будем анализировать при помощи Таро. Итак, Овны, мои хорошие, для вас это движение ретроградного Юпитера будет идти транзитом по третьему дому. Третий дом, для тех, кто, возможно, не знает, у нас отвечает за краткосрочное обучение, то есть это семинары, это курсы, вебинары, это мастер-классы, это бизнес-тренинги, это взаимодействие с братьями и сестрами, это покупка или продажа транспортных средств. Для кого-то может быть обретение транспортного средства впервые, кто-то может получить транспортное средство как бонус от вашего предприятия. Опять же, это взаимодействие с братьями и сестрами, это взаимодействие с соседями. То есть это ситуация, когда может выстраиваться новый круг общения. Чем для вас ознаменуется это время и над чем нужно будет поработать, мы сейчас с вами и оценим. В первую очередь мы смотрим, что принесет период ретро-Юпитера непосредственно вам. Что мы здесь видим? Король монет, десятка жезлов и аркан отшельник. Это ситуация, когда с подачи мужчины земной стихии, телец, дева или козерог, вы будете брать на себя новое обязательство, новое бремя. То есть больше работы, больше обучения. Кто-то может по отшельнику уединяться с целью проработать какие-то проекты или довести их до ума. Потому что дно колоды у вас аркан дурак. Это смело идти в новое, то есть новые начинания, новые возможности, может быть для кого-то новый старт. Ну, к примеру, если ваша специфика или ваша деятельность позволяет вам проводить обучение, курсы, семинары, или может записать какой-то курс, открыть онлайн-школу, то действуйте. Да, будет тяжело, но по королю монет этот период вам подарит наставника, который поможет, подскажет, направит. Я не говорю, что безоплатно, возможно, на платной основе, но будет вас правильно и грамотно курировать. Будет подсказывать, как это довести до ума. Плюс по десятке жезлов. Да, это очень большой объем работы, но для вас это будет эффективно, потому что это то, что позволит вам быть финансово стабильными до глубокой старости. Опять же, эта триада карт может говорить о ситуации и стремлениях ваших накопить себе на стабильную старость, но при помощи как нового источника дохода, новой деятельности. Это то, что принесет вам это время. Что нужно проработать? Давайте с вами оценим. Прям карта выходит сама, мы ее оставим. У вас вышли одни мечевые карты. Рыцарь мечей, девятка мечей и туз мечей. К сожалению, несмотря на вашу активность, на вашу амбициозность, очень много страхов, очень много негативных установок или убеждений относительно начинаний, новых проб,
новых возможностей. И это, знаете, касается в первую очередь внутренних убеждений, которые вас ограничивают. У вас дно колоды тоже восьмерка мечей, прямо одни мечевые карты. В особенности это важно для тех, кто стремится сделать карьеру, или тех, кто пытается работать на самих себя. О чем здесь идет речь? То есть если вы хотели открыть свой частный кабинет, или, может, вы наемный работник, но вы хотели уйти в свободное плавание, но боитесь, а получится, не получится, а стоит или не стоит, то вот здесь по рыцарю мечей нужно всячески отсекать колебания. Девятка мечей, туз мечей. Вам ответственности не занимать. Вы очень ответственные, амбициозные люди, но много внутренней неуверенности. Вот, знаете, как не идите на поводу своих внутренних блоков. Вот если вы начнете решаться на большие возможности вам и будут открываться. Но в данном случае, если мы оценим, то эти возможности, эти ресурсы, эти связи вам будут приходить через новый круг окружения, который вы можете находить на конференциях, на семинарах, на симпозиумах, на каких-либо курсах. То есть это, грубо говоря, расти через круг единомышленников. То есть люди, которые обучают вас чему-то новому, дают новый ресурс. Кто-то может замотивировать, дать волшебного пинка под зад и проработать вот эти вот внутренние страхи. Еще такой нюанс. Если смотреть в целом на ситуацию, то эта связка арканов говорит о том, что в первую очередь над чем вам нужно поработать, над состоянием собственного покоя, умеренности и баланса. В особенности, если часто у каждого из вас могут присутствовать стрессовые ситуации, невроз, чувство тревоги или панические атаки. Вот пока вы это не постараетесь проработать, и насколько это возможно от этого избавиться, о других нишах, о других сферах можно будет забыть. Потому что здесь все равно это у вас будет всплывать или накрывать. То есть основа основ – это психоэмоциональное здоровье. Только после этого вы можете свободно двигаться вперед. Поэтому берите себе на заметку, как мы видим. Действительно, здесь арканы показывают, что открываются новые возможности, новые перспективы. Самое главное для вас – их не упустить. А мы, мои хорошие, переходим к знаку зодиака Телец. Посмотрим, что же ожидает Тельца. Тельцы, ретро-Юпитер, так сказать, пройдется по вашей болевой точке. Почему по болевой? Потому что это второй дом. Второй дом – это дом финансов, дом ресурсов. Это как бы основа основ жизни Тельца. Его стабильность, его быт и его тыл, прочная позиция. Не обязательно это только про ресурсы, как я говорю, финансовые. Здесь обратите внимание, не просто так у нас изображены чакры. То есть привести в баланс свою энергию. Это быть довольными собой, своими действиями, поступками и своей ресурсностью, энергетикой. То есть кто-то будет меняться не только внутренне, но и внешне. Кто-то за счет эзотерических практик. Помимо всего прочего, можете прибегать, не знаю, к помощи стилиста, косметолога, пластического хирурга. У каждого это свое. Потому что внутреннее будет влиять на внешнее. И наоборот, внешнее на внутреннее. И вот в чем парадокс по ретро-Юпитеру. Я не говорю, что это касается всех тельцов. Как правило, у тельцов с этим проблем нет, но тем не менее встречаются, так сказать, та категория, которые есть прижимистыми тельцами. Так вот эта позиция ретро-Юпитера говорит о том, что чем больше ресурса, и в первую очередь финансового и временного, вы вкладываете в себя, то есть здоровье, лечение, омоложение, имидж, тем больше денег вам будет приходить. Парадоксально, но факт. Ну, а сейчас посмотрим, что вам принесет период ретро-Юпитера и что вам необходимо будет проработать. Итак, что вам принесет период ретро-Юпитера? Так, дно колоды – рыцарь монет. А здесь связка арканов. Девятка монет, восьмерка мечей и аркан суд. Я даже специально уточню для вас восьмерку мечей, чтобы потом не было пререканий в комментариях. И здесь падает королева жезлов. О чем идет речь? Избавьтесь от финансовых блоков, от финансовых ограничений.
Вот как только вы их проработаете, то здесь по аркану суд будет полное возрождение, восстановление, открытие финансового канала, финансового потенциала. Сейчас буду объяснять почему. Для женщин, как я говорила, по королеве жезлов, через внешность, сексуальность, харизму, амбициозность. Для мужчин это в первую очередь через энергию, комплименты, внимание, поддержку со стороны женщин или вашего окружения, которое вы можете получать. И как бы это странно не прозвучало, я не говорю, что вы должны там тратить деньги на всех своих пассий. Нет. Но если у вас есть одна любимая женщина, то парадокс в том, что чем больше ресурса вы будете вкладывать в нее, и временного, и финансового, тем больше по энергетике будет идти отдача вам. Для всех вас, о чем здесь идет речь? Девятка монет, восьмерка мечей и аркан суд. Это полностью менять убеждение или мировоззрение относительно заработка. Ну, к примеру, если вы раньше считали, что, господи, какая гадость, какой ужас, я никогда там не буду, как вы там, лохи-блогеры, зарабатывать через социальные сети, то ваше мировоззрение, если вы грамотный человек, оно изменится, откроет для вас шикарные перспективы. Причем заработка с удовольствием, с любовью, легкого, то есть будут приходить большие деньги. Или если для вас ранее было убеждением, там, я буду содержанкой или я буду альфонсом, ну уж простите, времена меняются, и здесь вот то, от чего вы фукали или фекали, для вас может стать основополагающей, ну как, не могу сказать, опорой в жизни, но новым вектором развития движения на ближайшие годы. Дальше, если вы считали, что там невозможно заработать через крипту или через какой-то вид бизнеса, или если у вас всю жизнь были убеждения, что большие деньги можно только унаследовать или своровать, то на самом деле вы можете понять и принять, что их можно или заработать, или получить в дар, или выиграть. То есть если у вас будут убираться эти финансовые блоки, ну не просто вы посидели и подумали, а вы будете что-то делать и работать в этих направлениях, то деньги к вам будут приходить легко, с удовольствием, с радостью. И самое главное, опять же, не всем тельцам это свойственно. Как правило, я всегда в своем окружении встречала щедрых тельцов. Поэтому здесь не просто, знаете, как не бояться одаривать других, делать это с любовью, с радостью. Но если у вас есть ресурсы, возможности дарить другим людям какие-то подарки, ресурс, оставлять хорошие чаевые, то есть через окружение вам в разы будут возвращаться больше. И самое главное, если смотреть по этим арканам, вам категорически нельзя экономить на себе. Я не говорю, что вы должны последнее отдать и потратиться на не знаю, там, может быть, на какой-то гаджет, на путешествие или на поездку. Не об этом речь. Но если у вас есть ресурс, и вы от этого не пострадаете, позволить себе что-то лучшее, то соглашайтесь на большее и на лучшее. Тем самым вы прокачиваете и внутреннее ощущение прекрасного. И у вас будет такой уровень энергоресурса, когда деньги будут приходить сами. Вот это основа основ. И почему я не просто так сказала про внешность для мужчин и для женщин? Здесь, если посмотреть, ну, давайте будем смотреть правде в глаза. Неважно, вы бизнесмен, либо вы наемный сотрудник, или вы там блогер, но встречают по одежке. И для вас ключевым фактором станет внешность. Она будет магнитом, который притягивает к вам клиентов, партнеров, заказчиков. То есть у каждого по-разному. Но, как говорится, что есть, то есть. Хорошо, это то, что принесет. Над чем еще нужно будет поработать? Над чем нужно будет поработать? Так, дно колоды. Девятка мечей, страхи. С чем связаны? Девятка жезлов, десятка чаш, семерка монет. Многих может пугать отсутствие или и ощущение отсутствия защиты, защищенности или стабильности. Вот как будто завтра ваша стабильность рухнет, или вот что-то случится, или там вы не сможете обеспечивать семью и ваших близких. Потому что если смотреть по этим арканам, это как лишать себя радости, откладывая или экономя на что-то более существенное. Я не говорю, что это неправильная позиция, но в вашем случае
знаете, как нужно отрывать по кусочку, выделять себе на радости, на удовольствие, на путешествия, может быть, на то, что является для вас ресурсом. Для кого-то вещи, для кого-то, не знаю, там, посещение каких-то там семинаров, симпозиумов, концертов и так далее. То есть здесь вот 9 жезлов и 10 чаш. Не должно быть блок по принципу, что вот я сейчас потрачу сэкономленное, и все, и не будет возможности, и не появятся новые деньги. Когда вы будете тратить с умом и с любовью, денег будет приходить все больше и больше. Посмотрим теперь с вами развитие событий для знака зодиака Близнецы. Но вы у нас, так сказать, короли бала, потому что у вас ретро-Юпитер идет по 1 дому. Это один из главных домов, основных домов. И, конечно же, он отвечает за ваше «я». То, как вы себя позиционируете в социуме, или то, как вас воспринимает социум. Опять же, кардинальные изменения в плане внешности. Потому что 1 дом – это я, как я выгляжу, нравлюсь ли я себе, люблю ли я себя за это, горжусь ли я собой. Вот очень сильно внешний облик будет влиять на вашу самооценку, на вопросы какого-то достигаторства, возможностей. Опять же, 1 дом – это выстраивание, в том числе контактов, потому что это ось 1-7 домов. 7 дом для вас является зеркалом. То есть, иными словами, как вы себя позиционируете внешне, такие люди к вам будут и притягиваться. Ну, посмотрим, что принесет вам период ретроградного Юпитера и что будет необходимо проработать. Карта прям просится сама, поэтому давайте я ее здесь выложу как фоновую. Итак, что вам принесет ретро-Юпитер? Ух, посмотрите, здесь 3 старших аркана, вот это да. Вот у кого, а у вас это будет прям ва-банк. Но не зря я сказала, что вот 1 дом один из самых главных или важнейших домов для проработки. Аркан Луна, звезда, мир. 2 небесных светила и карта мир. То есть здесь засиять, быть центром Вселенной, измениться, проработав нестабильную самооценку, неуверенность, завышенные ожидания окружающих к вам. То есть на все это забить и всех послать куда подальше. Потому что вы должны помнить, что вы есть Вселенная, и она должна крутиться вокруг вас. Это в какой-то степени кто-то из вас скажет, что эгоистическая позиция, но знаете, иногда в жизни необходимо так поступать и так делать, и тогда будет все меняться в лучшую сторону. Вы спросите, о чем же здесь 1 аркан, повешенный? Во-первых, это акцент на то, чтобы меняться внешне, должно меняться внутреннее содержание. Поэтому повешенный – это больше о духовном. Это может быть состояние молитвы, медитации или внедрение в вашу жизнь каких-либо эзотерических практик, будь то йога, пилатес, ушу, цигун, тхэквондо. Ну, то есть все, что связано с центрированием и раскачкой вашей энергии. Кто-то может изучать рейки, потому что это, безусловно, внутреннее, как вы знаете, влияет на внешнее. Кто-то может увлекаться или, допустим, ходить на протоколы лечения нетрадиционной китайской медицины, вопросы иглоукалывания. То есть здесь основной ресурс – раскрыть ваш энергопотенциал. Еще яркая внешность, вот именно яркая. Вот если вы всегда, может быть, опасались или боялись экспериментов, хотя вам это не свойственно, или многие опасались критики со стороны по принципу, дабы не бросать понты, то оставьте это убеждение, пусть оно канет в небытие. Вот здесь хочется, меняйте имидж, будьте яркими, будьте экстраординарными, не такими, как все. То есть, знаете, будьте человеком-вызовом. Ну, то есть я не говорю, что фриком, а вот именно, знаете, чтобы вам оглядывались вслед, чтобы людей к вам тянуло, чтобы хотели с вами коммуницировать, общаться, проводить с вами время, потому что здесь вот напитывать радостью и красотой окружающий мир. Опять же, выходить в социум, потому что Луна, как я говорила, проработка нестабильной самооценки, и что мы здесь видим, влюбленный и аркан мир, выходить вовне. Если позволяет время и ресурсы, путешествовать или знакомиться через интернет. То есть не ограничивайте себя какими-то рамками, потому что вы, как я говорю, будете очень заметными людьми, заметной личностью. Над чем нужно будет поработать? Что здесь? Так, ух ты.
Смотрите, десятка монет, перевернутая пятерка жезлов и король мечей. Итак, для кого-то это ситуация, когда вам не нужно, знаете, находиться с кем-то в спорах или кому-то что-то доказывать, потому что перевернутая пятерка жезлов это не значит проиграть, это просто не тратить свое время, энергию и ресурс на позиции или попытки кому-то что-то доказать или объяснить, потому что здесь по десятке монет у вас своя зона комфорта, своя ниша, есть поддержка от самых близких людей, для вас это самое важное. И опять же, ситуация, когда вы не пытаетесь кому-то что-то доказывать или самоутверждаться за чей-то счет, приведет вас к счастливому созданию партнерства или семьи, причем официальному, по королю мечей. Эта ситуация актуальна как для мужчин, так и для женщин. Поэтому здесь, ну, если кто-то считает, что вы не правы, или вы выпендрежны там, или там еще что-то, пусть так считает. То есть не тратьте свой ресурс на то, чтобы доказать, что вы хороший, хорошая, или кто-то может вас назвать двуличным, ну, пусть идет с Богом. Ну, то есть здесь, если так взять и подрезюмировать, это, знаете, как, если сказать так корректно, не обращать внимания на мнение, на критику вашего окружения, хотя для вас это очень важно. Вот такие задачи перед вами ставит ретро-Юпитер, а мы с вами будем переходить к следующему знаку зодиака. Раки, ну вы у нас здесь просто сама духовность. Период очень духовный. Объясню почему. Потому что ретро-Юпитер у вас проходит по 12-му дому. Дом переосмысления, поиска смысла жизни, осознания собственной значимости, жизненных ценностей, философии жизни. Для кого-то, возможно, смена религии, хотя это проходит больше по 9-му дому, но здесь это может быть за счет как вхождения в какую-то группу или принадлежности к определенной группе лиц. Тут даже не смена религии, тут может быть ситуация, когда, как я говорю, вы знаете, там раскрестились или отказались от какой-то веры, то есть это вполне может произойти. Ну а в целом, если мы с вами проанализируем и посмотрим, что у нас идет по 12-му дому, то, как правило, это проработка, ретриты, то есть кому-то нужно больше духовности. У кого-то по святым местам, по первоисточникам, а для кого-то просто в изолированное место. Как говорится, на деревню к бабушке, или в горы, или на острова. У каждого это свое место, своя локация. Но это, знаете, стремление, желание духовного наполнения, духовной глубины. Потому что зачастую в бешеном ритме суматохи жизни у вас элементарно не хватает времени на себя. Помимо всего прочего, это время, когда будет желание и стремление не, знаете, как не с чьей-то подачи или там из-под чего-то кнута, а самостоятельно углубиться в какую-то базу знаний. Может быть, согласно профессии, может быть, согласно тяге вашей души, но что-то для себя изучать, духовное, культурное. Для кого-то, сейчас объясню, вот если вы не прошли какой-то курс, не завершили, то вы можете вернуться к учителю и мастеру и дозавершить его. Или углубляться в духовные практики. Опять же, просто изучение каких-то научных публикаций, или вы можете заниматься научными разработками. То есть посвятить время духовному и личностному росту через какие-то рабочие или творческие процессы. Но посмотрим в целом, что вам принесет ретроградный Юпитер. Королева мечей, шестерка жезлов, девятка монет и дно колоды рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов, обратите внимание, какой красивый аркан. Это, знаете, как дотянуться до мечты, до какой-то идеи. То есть амбиции, которые вас будут толкать и двигать вперед. Что такое королева мечей? В вашу жизнь может войти женщина воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, которая вот по шестерке жезлов и девятке монет может вас привести к ситуации, когда благодаря духовным практикам, проработке своих ошибок, смене каких-то взглядов на жизнь, вы вполне можете, так говорю, пробить финансовый потолок, то есть зарабатывать больше или найти новый источник заработка. Опять же, за счет вашей аналитики, желания исследовать рынок, смотреть, что сейчас в тренде, сопоставить, сравнить, это, знаете, как попасть в волну.
То есть быть на гребне волны или быть в числе первых, которые воспользуются каким-то новым инновационным продуктом. Хотя, допустим, у вас не было цели или стремления, но парадокс в том, что именно духовные практики вас могут привести в нужное время, в нужном месте вы окажетесь. И, как следствие, будете хватать эту информацию жадно, изучать и внедрять ее в жизнь, и, как следствие, это может вас привести к финансовому изобилию. Еще по связке этих арканов, конечно же, это серьезные финансовые траты на путешествия, на поездки, на то, что вы планировали когда-то давно, но не хватало времени, ресурсов и сил. Еще эта связка арканов может говорить о перевыпуске загранпаспортов. Или если у вас нет загранпаспорта, то наоборот заняться его изготовлением или перевыпуском. То есть это все, что связано с получением виз, документов, иммиграцией по спонсорству, потому что 12-й дом это у нас тоже дом дальних земель. Работе в группах и посещение, то есть групповой какой-то тур. Вот это все, ну, знаете, когда идея родилась в голове, а теперь вы понимаете, что пришло время ее воплотить. Оценим с вами, что необходимо проработать. Что же вам необходимо проработать в период ретро-Юпитера? Маг, перевернутая пятерка жезлов и семерка мечей. Дно колоды рыцарь мечей. Это, знаете, научиться говорить правду матку в глаза. Как в первую очередь самому себе, так и, допустим, вашему окружению. Не бояться лукавить. Ну как, перестать лукавить. Потому что, смотрите, пятерка жезлов это не конкурировать, не играть в игры. А семерка мечей, ну то есть не быть... Знаете как, я не могу сказать, что лицемером, а это ситуация, когда вы боитесь, что кто-то болезненно отреагирует на ваши слова или на ваши замечания, или вы, может быть, что-то замалчивали, дабы не обидеть человека или ваше окружение, то теперь по аркану маг это, наконец-то, найти в себе ресурс, силы, поступать так, как вы хотите, действовать так, как считаете нужным, озвучивать все, что вам нравится и не нравится прямо здесь и сейчас, то есть не быть слишком сентиментальными, ранимыми. А вот знаете, здесь и по факту, знаете, как разбор полетов, не откладывая это в долгий ящик. Объясню почему. Вам крайне, даже не то, что не актуально, нельзя замалчивать какие-то обиды, недосказанность. Это настолько вас разрушает изнутри, вас гнетет, негативным образом влияет на ваше пищеварение, на самочувствие. Но и к тому, что там кто-то не то, что сказал в магазине, послали нахер. Не будете пытаться для всех быть культурными, вежливыми, ну, то есть, знаете, с людьми по-людски, со всеми остальными так, как они это заслуживают. Вот именно такая позиция, она приведет вас именно в равновесие, баланс жизни и позволит вам быть самими собой, потому что основной посыл: не лги сам себе, не предавай себя, свои мечты, то есть не воруй у себя возможности, не воруй у себя время, которое ты тратишь на ненужных людей. Из серии друг подруга вас куда-то приглашают. И вроде бы надо, и уже там 10-й раз отказываете, нехорошо. А вот на душе вообще не хочется идти. Хочется зарыться в плед, почитать любимую книгу или посмотреть фильм. Не бойтесь говорить, что я не просто у меня там дела, я не хочу, мне не интересно, мне не в кайф. Вот когда вы научитесь называть вещи своими именами и делать то, как вы хотите, по зову вашей души, вы станете гораздо счастливее. Поэтому, раки, вот так. Вот такая здесь ситуация, таковая для вас информация. Львы, мои хорошие. У вас эта ситуация, этот период ретро-Юпитера проходит по 11-му дому. Что такое у нас 11-й дом? Это дом социальный. То есть наши друзья, наша целевая аудитория. Те, с кем мы общаемся, коммуницируем, те, кто нас поддерживает, те, кто, может быть, в какой-то степени для нас является путеводной звездой. Потому что дом – это дом исполнения мечты, наших желаний. Это дом меценатства, покровителей, спонсоров, дом благотворительности. То есть ситуация может работать в обе стороны. То есть как вы можете быть для кого-то меценатом, поддержка, так это, допустим, может быть справедливо и в отношении вас. Но основной посыл для тех, кто хотел популярности, известности, медийности. То есть самое время заявить о себе. Тем более львы, кому как не вам, знать о том, что вот, пришло время, пора. Здесь вы будете на гребне волны. Но так ли это? Давайте мы с вами посмотрим, проясним и оценим ситуацию.
Первое, что анализируем, что вам принесет период ретроградного Юпитера. Что здесь? Так, дно колоды шестерка жезлов. Сейчас буду объяснять. И здесь четверка чаш, девятка мечей и десятка мечей. С одной стороны, это актуально для тех, кто в свое время, ну, скажем так, чего-то добился, а теперь решил, что можно почивать на лаврах, и это вас может привести, говорю, к погибели. Вот этого кардинальным образом делать нельзя, потому что четверка чаш, девятка мечей, десятка мечей, вот ваши внутренние страхи или опасения, они здесь могут подтвердиться. То есть, если вы чего-то достигли, к сожалению, для того, чтобы закрепить успех, на достигнутом останавливаться нельзя. Нужно дальше больше работать, вкладываться, развиваться. Я понимаю, что не у всех хватает запала и сил, но, возможно, нанимать себе команду, которая вам позволит развиваться, которым вы будете делегировать какие-то задачи и высвобождать время для себя. Еще по этим арканам. Это боязнь, самое главное, нежелание что-то делать. Ну как, не то, что нежелание что-то делать, а боязнь себя презентовать. Как воспримут, что скажут, а как оценят, если узнают, а если перестанут общаться. Ну и в сад, и их всех. То есть если вы, ну, не знаю, хотели там открыть свой блог, причем какой-то несуразный, но вы понимаете, что сейчас это в тренде, ну, не знаю, там снимать СМР, или там что-то про квадроберов, или, может быть, разбираться в крипте, да не имеет значения что, но вы понимаете, что ваше окружение может покрутить у виска и сказать, куда ты лезешь, то прощайтесь с таковым окружением, потому что 11-й дом – это наши друзья, которые на нас влияют как в плюс, так и в минус, то есть окружение, которое вас может вывести на гребень волны, так и, допустим, унести за собой и потопить. Вот здесь самое главное понять и осознать, что если люди, которые обесценивают вас как личность, ваши начинания, ваши действия, прощайтесь. Потому что по четверке чаш это, видите, ситуация, когда вы расстраиваетесь, если вы угнетены. Почему? Потому что кто-то обесценил ваши труды, ваши старания или просто вас как человека. Потом девятка мечей, вы в состоянии тревоги, бессонницы, усталости, панических атак. И думаете, ну его все нафиг, по десятке мечей брошу все, чем я занимаюсь или что мне нравится. Или, опять же, если вы что-то начали и по 11 дому, это также наше окружение, там может быть хейт со стороны целевой аудитории. Все, у вас опустились руки. Вы должны для себя понять, что это точка как фаза роста. Без нее, к сожалению, никуда. Если вы очень болезненно реагируете там на хейт, на комментарии, пропишите себя в установках какие-то слова, которые будут как красный флаг и маркер, чтобы YouTube автоматически блокировал подобного рода комментарии или отключите их вообще. То есть не бойтесь здесь негативного отзыва на ваши действия, на ваши товары или, может быть, даже на вашу внешность, хотя она никоим образом может быть не связана ни с вашими услугами, ни с вашими товарами, потому что у нас очень много несчастливых людей, обиженных жизнью, которые только пытаются, знаете, уколоть, ранить и тем самым подпитаться от вашей энергетики. Поэтому не давайте им никакого шанса. Тем более дно колоды – это чисто львиная карта, шестерка жезлов, вторая декада льва. Будьте собой. Вот будьте собой, это, наверное, основной призыв для того, чтобы понять. На каждый товар есть свой покупатель. Если вы будете тем, кем вы есть, соберется та аудитория, которая вас оценит, полюбит, поддержит, будет в вас вкладываться или там донатить. То есть основной посыл – это вера в себя. Смотрим с вами, что необходимо еще здесь проработать. Так. Королева жезлов, девятка монет и паж чаш. Дно колоды – король жезлов. Ну, чисто ваша львиная карта, что здесь, что здесь. Поэтому и для мужчин, и для женщин, видите, информация здесь будет идентична. Для того, чтобы стать лучше или добиться успеха, то есть общайтесь с более успешными. Да, правда жизни такова, не всем это приятно слышать, но хочешь добиваться большего, меняй свое окружение. То есть стремись за теми, кто живет лучше, чем ты. Бери их как не только пример для подражания, но старайся, насколько это возможно, входить в их круг общения, с ними коммуницировать. Вкладывай деньги, ресурсы в себя и в то общество, с которым ты стремишься. Ну, то есть позволяйте, допустим, себе более
какие-то дорогие семинары, вечеринки, клубы. Потому что 11-й дом – это также еще сообщество. Ну, допустим, вы записались в какой-то элитный спортивный клуб. Или позволяете себе там, допустим, раньше для вас это дорого, ходить в регату, то есть на каком-то яхт-клубе вы занимаетесь, являетесь участником, то есть постоянно повышайте уровень жизни и ваших вибраций, потому что это в первую очередь будет притягивать к вам соответствующую аудиторию. Вот у вас здесь частично схожи ситуации тельцов, хотя у них 2-й дом, а у вас 11-й. Но если 2-й дом, как правило, это деньги, которые они зарабатывают сами, то у вас деньги, которые приходят через окружение, через ваш ресурс. Вот это важно понимать. Поэтому работайте над этим, вкладывайте в себя любимых, и самое главное, верьте в себя. Помните, что вы самая важная ценность. А мы с вами будем переходить. Так, секундочку, где вам? Где вы, мои хорошие? Что у вас здесь? Ох, у вас здесь 10-й дом. Ну, как говорится, значимый дом, знаковый дом. Почему? 10-й дом – это у нас дом статуса, дом карьеры, дом положения. То есть здесь это либо вопросы карьерного роста, профессиональных достижений, для кого-то смены фамилии, имени, как плановая, допустим, вы сами захотели, или вы, может, вы восстанавливали какие-то документы и узнали, что нужно корректно прописать фамилию, а для кого-то выйти замуж, может быть, развестись, то есть это тоже смена статуса. Кто-то может стать родителями, кто-то бабушкой и дедушкой, или стать опекуном. Это также смена статуса. То есть здесь год будет очень значимым по этим вопросам, этим аспектам. Иными словами, какого максимума я могу достичь от жизни, то есть на какой вершине я стою. Ну что ж, давайте с вами анализировать и смотреть. Что вам принесет период ретро-Юпитера? Тройка монет, 4 монет, 7 чаш и дно колоды 9 чаш. Радость, счастье, полнота жизни или жизнь в кайф. Вы знаете, за счет чего? Для многих это либо обретение дела всей вашей жизни, или смена работы на более качественную, более высокооплачиваемую, с лучшими для вас условиями труда или с хорошим коллективом. То есть здесь, вот знаете, так, как вы мечтали или так, как вы того хотели. И видите, для вас это будет стабильным надолго и даст вам стабильность и ощущение защищенности, гармонии, счастья. То есть здесь, еще раз делаю акцент на то, что кто-то или может сменить работу, или обрести, вот если вы искали, кем мне быть, потому что люди себя ищут и в 40, и в 50 лет, и так не могут найти, то вот здесь как понять и осознать, в чем заключается ваше призвание, кем вы хотите быть, что вы хотите нести в этот мир и в этот социум. И от этого просто раствориться в радости, счастье и гармонии, потому что вы сможете, знаете, как работать с душой, работать в кайф. Еще кто-то может вообще уйти на вольные хлеба, заняться вопросами самореализации. Некоторые из вас почувствуют вопросы признания в коллективе, в карьере. Опять же, для некоторых это будет возвышение, то есть переход на более высокую должность и позицию. То есть основа здесь работа, работа и еще раз работа. Но помимо всего прочего, о чем говорит эта триада карт? Для того, чтобы добиться такого статуса, по тройке монет нужно будет очень много времени и сил вкладывать в свое мастерство. Потому что тройка монет – это карта эксперта, экспертности. Ну, то есть вы, допустим, лучший ювелир, или вы лучший нейрохирург, или там стоматолог, или швея. То есть это быть профи в своей нише, в своем деле. Это принесет не только стабильность, радость и успех, но и исполнение ваших мечт. То есть по максимуму тратим времени на то, чтобы стать лучшими в своей отрасли. Что необходимо проработать вам по этому дому? Но колода 6 чаш. И вот здесь королева жезлов, 10 мечей и 10 жезлов. Знаете, как это называется? Лошадь сдохла, слезь. Здесь, в частности, у нас изображен тигр. Объясню так. То есть, если вы хотите реализации ваших амбиций,
Не держитесь за то, что себя уже изжило или что мертво, потому что основа основ, что вас тянет ко дну, это привычки. Шестерка часа, это когда вы привыкли по принципу, блин, ну здесь такой классный коллектив, и уже все как бы проверено и стабильно. Да что я там где-то буду искать, где сейчас лучше найдешь. А здесь уже все по накатанной, да, и там Петрович, может, даст Бог, через 10 лет выйдет на пенсию, я займу его место. Вот если вы сможете проработать в себе страхи и убрать привычки и привязанности, тогда вы сможете достигать большего. Вы должны для себя это прям понять как основу основ. Поэтому, девы, возьмите себе на заметку. Буду ждать ваших отзывов, комментариев по прошествии периода, как для вас отозвался период ретро-Юпитера. Поэтому после 4 февраля или, может быть, в процессе, смотря у кого как отыграется, в какое время, не забудьте маякнуть. Весы, мои хорошие, а у вас здесь на повестке дня 9 дом. Итак, что у нас с вами проходит по 9 дому? Вопросы образования. В первую очередь высшего. То есть, если кто-то мечтал дополучить высшее образование, еще одно, или по работе вам сказали, чтобы для роста, продвижения нужна прокачка ваших навыков и знаний, то вы можете пойти, или предприятие вам даже оплатит обучение. Далее, изучение иностранных языков, культуры, веры, религии, углубление в какую-то религию с целью понять и осознать, близка ли она вам, откликается, а имеет ли смысл менять религию. У многих может быть ситуация, когда будет сопряженный момент из-за перемен в личной жизни, а именно брака с иностранцем или иностранкой, смена религии. Плюс, опять же, активная адаптация на новом месте, в новой среде, изучение норм, законов, правил. Еще 9 дом – это обретение учителей духовных, личных. То есть это даже начинает найти себе репетитора по языку, найти душеприказчика, как говорится, первосвященника, который будет вас просвещать по духовным моментам, или найти замечательного тренера. То есть это люди, которые сеют семена знаний и истины и меняют вашу жизнь в лучшую сторону. Опять же, это период путешествий, перемещений, эмиграции. Для кого-то кардинальным образом, вот если вы еще сомневались, быть или не быть, ну из серии, вы себя искали, в одной стороне побыли, в другой побыли, в третьей, и вроде бы все не то и все не так, то наконец-то в рамках этого периода вы можете определиться, где вы хотите остаться, бросить корни. Или, может быть, в какую страну вернуться, где вам будет комфортнее. То есть вы ранее там, допустим, проживали, пусть и короткий период времени, но сопоставив и сравнив с остальными странами, понимаете, что вот оно, я хочу там, мне это близко, мне там комфортно. Переезд, просто путешествия, много путешествовать. Если не было времени и ресурсов, то в рамках этого периода они появятся. Будь то семинары или по обучению, или по работе. Но это, знаете, совмещать приятное с полезным. То есть и работать, обучаться, просвещаться и отдыхать, наслаждаться красотой этого мира. То есть здесь на самом деле, вот если вы не доработали эти аспекты, Юпитер вам в этом поможет. Опять же, поскольку это у нас дом юридических дел, если где-то какое-то дело провалили, сейчас можно подать апелляцию на пересмотр или возобновить какое-то дело, или наоборот просто инициировать, если вы намеревались, на долгий период не решались, то здесь сама Вселенная будет вам помогать. Смотрим все же, что же придет вам в период ретро-Юпитера. Какие события? Дурак, тройка жезлов, рыцарь монет и дно колоды королева мечей. Итак, для кого-то все-таки это переезд, смена места жительства, сесть надолго, знаете, как может быть даже бросить корни. Для кого-то может быть новый союз и отношения, которые будут на длительный период и будут официальными. Опять же, поскольку у нас королева мечей касается ментала, то есть это может быть и обучение в новом вузе, и если это касается юридических процессов, то вот здесь есть основной момент. Если вы к ним готовитесь, то готовьтесь, что это дело будет затяжным и долгим. То есть здесь нужно просто как бы понимать, есть ли у вас для этого ресурс. Ну а в остальном очень перспективный период. И если это изучение языка, то здесь карты показывают, что хватит сил,
сноровки, особенно если вы бросали, довести начатое до конца. Так, что необходимо будет еще проработать? Королева монет, паж жезлов, семерка чаш и дно колоды король монет. Для некоторых это ситуация, когда, знаете, исполнение мечты в какой-то степени. Пришло время остепениться. Создать семью, завести детей. Ну, то есть для кого-то это будет, ну, не могу сказать, что болезненная точка, но очень важная перемена или составляющая. Дальше. Что пришло время не просто о чем-то мечтать, а делать что-то для этого. Копить ресурсы на исполнение мечты. Опять же, королева монет, паж жезлов и семерка чаш – это коммуникация, быть в сообществе, общаться. Может быть, кто-то как подскажет, знаете, как форум, как достичь какой-то ситуации, или как дешево куда-то съездить, или как на чем-то там сэкономить. То есть это по принципу время-деньги. Но вместе с тем это, знаете, как завести друзей, которые позволят вам и реализовать мечту, но при всем при этом не вложить в это много ресурсов. Ну и серии. Друзья с другой стороны вас приглашают в гости. Может, возможно, даже оплачивают вам билеты. То есть вы и с друзьями пообщались, и время провели, и новую местность посмотрели. Ну, прекрасно. Поэтому не упускайте такой шанс. Смотрим с вами ситуацию для скорпионов. Скорпион. У вас 8-й дом. Вы красавчики. Прямо, знаете, речь идет о вас. Ваш дом. Тут у вас все прекрасно. Вы у нас сигнификатор 8-го дома, поэтому ваша ипостась. За что отвечает 8-й дом? Как правило, это чужие деньги. Это деньги как ваших партнеров по браку, по отношениям, так и ваших партнеров по бизнесу, может быть, даже ваших врагов и конкурентов. Ну и в целом дом чужих денег. То есть, если касается это суд, кредитов, банков, там, ипотек, рассрочек и так далее. Еще, что такое 8-й дом? Дом погружения в оккультные знания. То есть, возможно, у кого-то проснется интерес к эзотерике, и вы будете в это углубляться. Для кого-то сексуальная инициация, или первый сексуальный опыт, или новый сексуальный опыт. То, чего, допустим, у вас ранее не было. Конечно же, 8-й дом у нас сопряжен с вопросами смерти, но что тут к чему, мы сейчас посмотрим. Но основное, что о чем говорит ретро-Юпитер. Не повторяй ошибок, потому что второй раз полбу давать не буду. Если первый раз, допустим, я тебя спас, то второй раз я могу окунуть тебя в твои ошибки. То есть, иными словами, вы адреналинщики. У вас, допустим, вы гнали на мотоцикле, случилась авария, но вы выжили, да, вышли сухими из воды. То ретро-Юпитер вам показывает, не повторяй этой ошибки. Да, пожалуйста, езди, но с умом. Не подвергая себя опасности и риску. Вот об этом идет речь. Ну а мы в целом посмотрим, что вам принесет период ретро-Юпитера. Что я могу вам сказать? Повезло вам в этой жизни. Двойка мечей. Не то, чтобы вы здесь ничего не делаете, но видите, как закрылись и открестились от чего? А почему? Потому что будете жить, как у Христа за пазухой. Рыцарь монет – это ситуация стабильности, потому что тройка монет и семерка чаш, деньги идут легко от вашего партнера по браку или по бизнесу. Это жить в шоколаде, не прикладывая особых усилий. То есть большую часть работы или, ну как, обеспечения вашего возьмут на себя близкие ваши люди или ваше окружение. Иными словами, если это бизнес, то бизнес могут тянуть, не знаю, админы, родственники, бизнес-партнеры, соучредители. Вы в какой-то степени можете здесь почивать на лаврах, то есть получать ресурсы, исполнять свои мечты. Если намеревались открыть бизнес, но не было какого-то стартового капитала, то могут легко инвестировать или проспонсировать, или дать суду, ипотеку, хотя, допустим, раньше это не удавалось. То есть, или получить какой-то грант на открытие бизнеса. То есть, знаете, как легко, без каких-то там, не знаю, уговоров, инсинуаций. То есть раз-два и получилось. Но основа основ, смотрите, рыцарь монет и тройка монет, вы можете быть на подхвате также в каком-то семейном деле или проекте, но основную часть денег вам будут давать и приносить на блюдечке с голубой каемочкой ваш или личный партнер, или бизнес-партнер, или два в одном, у каждого в жизни по-разному. То есть здесь вам беспокоиться не о чем. Реализация мечты в плане карьеры,
бизнеса, развития и финансовой стабильности. Ну, бинго, чего тут еще желать? Хорошо, посмотрим с вами, что необходимо проработать вам на ретро-Юпитер. Двойка чаш, колесница, пятерка мечей. И дно колоды пятерка монет. Итак, внимание. Вот здесь, как я вам сказала, что будьте внимательны. Юпитер вторых шансов не даст, если вы наступаете на одни и те же грабли. Основной посыл, вот колесница и пятерка мечей, не лихачить за рулем. Неважно, вы там водитель автобуса, автомобиля, яхты или вы водите мотоцикл. То есть этого не делать. Во-вторых, почему говорю не делать? Ну, потому что дно колоды пятерка монет. В лучшем случае это инвалидность, в худшем, я думаю, называть нет смысла, да, всем все понятно. Это касается даже не только вопроса вождения, то есть не наступай на одни и те же грабли, не двигайся в том же направлении. Ну, простите, например, у кого-то было алкогольное отравление, интоксикация или там передоз. Но не занимайся этой тоже херней, не иди той же дорогой, снова наступишь на те же грабли, и не факт, что уже из этого выберешься, понимаете? Вот речь идет об этом. И второй аспект, конечно же, берегите, носите на руках вашу вторую половину в первую очередь или вашего бизнес-партнера, потому что именно они вас выводят из вот этой вот ситуации трешовой, потому что пятерка мечей, ну, по сути, какой-то вот кризисный момент. И видите, вот восьмерка чаш, вы сами не в состоянии это преодолеть или выйти из какой-то ситуации застоя, у вас идет отчаяние или опускаются руки, потому что паж жезлов и двойка мечей, это как нет ресурса что-то делать или поменять ситуацию, или каким-то образом ее преобразовать. А вот то, что касается непосредственно вашего партнера, вот обратите внимание, десятка чаш, десятка монет, король монет, счастье, радость и стабильность благодаря или второй половине, или бизнес-партнеру. Поэтому молитесь на них. Как говорится, молитесь о их счастье, здоровье, благосостоянии, потому что это все будет у вас. У вас даже здесь дно колоды карта солнца. Поэтому чего еще желать? Так, ну или, кстати, для кого-то еще могут быть кровные родственники, которые дадут вам, потому что, повторюсь, дом чужих денег. Но вместе с тем, это, знаете, как близкие люди или соратники, которые безвозмездно будут вас вкладываться, помогать, поддерживать и решать ваши проблемы. Что такое ретро-Юпитер? Как я говорила, это вам понять и осознать, переосмыслить. Может, вы недостаточно цените то, что вам дают. Вот поэтому здесь нужно быть за это благодарным. Стрельцы. Стрельцы, у вас седьмой дом. Что такое седьмой дом? Очень часто его называют домом-зеркалом, потому что он зеркалит первый дом. Как ты к социуму, так и социум к тебе. Седьмой дом – это дом партнерства, брака, деловых взаимоотношений, отношений с врагами, с конкурентами. То есть все то, что мы зеркалим во Вселенную, Вселенная зеркалит нам. Но основной посыл для кого-то – это пересмотр отношений, пересмотр ценностей, союза, взаимодействия. Мы посмотрим, как это отозвется, откликнется непосредственно для вас. Так, что непосредственно принесет вам период ретроградного Юпитера, Стрельцы? Так, отшельник, король пентаклей, аркан смерти, дно колоды, туз чаш. Итак, здесь ситуация, я прошу прощения, даже чашка тут дрогнула. Для тех, кто, могу сказать, одинок. В частности, это для девушек и женщин. Это, знаете, как встретить заядлого холостяка, с которым у вас будет действительно любовь, яркие чувства. И, знаете, говорю, состариться или умереть вместе в один день. Потому что после туза чаш здесь идет колесо фортуны, судьбоносная ситуация, судьбоносное развитие событий. Помимо всего прочего, отшельник, король монет и смерть. Это трансформация в отношениях с бизнес-партнерами. То есть от кого-то отказываться, с кем-то начать сотрудничать, смена приоритетов и смена окружения в целом. Еще, если это вопрос конкурентов, то отшельник, король монет и смерть – это либо стать монополистом, либо для кого-то из вас идти в другую нишу. То есть я не могу сказать, что все конкуренты умерли. Это не так. Король монет и смерть – это как нет конкурентов. Потому что или вы лучше в своей нише, или в своей стезе, или никто не может, скажу так, перебить те условия, те, скажем так, товары, услуги, которые предоставляете вы. Или кем вы являетесь на самом деле. Ну, из серии вы были в любовном треугольнике, ваш партнер или партнерша оценили, что лучше вас нет. И знаете, человек, который к вам возвращается.
Смотрим, что вам необходимо проработать по периоду ретро-Юпитера. Ну, мне здесь добавить нечего, понимаете? У вас здесь создание семьи. Туз чаш, десятка монет и королева мечей. Обратите внимание. Вы скажете, а что же, если у меня уже есть семья? А если есть семья, то научитесь ее ценить, беречь, любить, вкладываться в партнерство. Плюс, если вы еще официально не в браке, то не затягивать с этим, потому что для вас это даст больше счастья, стабильности и какой-то гарантии безопасности, зоны комфорта. Если вы в любовных треугольниках, то тут четко вопрос с ребром. Или вы строите семью, или вы выходите из этих связей, потому что они для вас будут разрушительными, обременительными. И вы просто попусту тратите свое время на бесплодный, беспочвенный союз, который забирает у вас ресурсы. Если брать с точки зрения бизнеса, для некоторых это построение семейного дела, какой-то вот семейной корпорации. И еще десятка монет и король мечей, там может быть внедрение в ваш штат штатного юриста или нескольких юристов, те, которые будут и вести какие-то ваши дела, и, может быть, общаться с масс-медиа, там, презентовать вашу компанию. То есть акцент непосредственно на это. Так, далее. Козероги. Что у вас? Козерожки. У вас 6-й дом. 6-й дом – это у нас в какой-то степени дом рутины, ежедневных дел, бытовых обязательств, ежедневной рутинной работы на вашей основной деятельности, плюс какие-то бытовые задачи. То есть здесь основной момент – это соблюдать баланс работы, отдыха. Второй момент – это структурировать, то есть прописывать план, что-то делать поэтапно, или если вы не тянете, возможно, или периодически приглашать персонал, который в чем-то вам может помогать, там, няню, или домработницу, которая поможет с уборкой, или клининговое агентство, или в целом на постоянной основе человека, который может вам помогать по дому. У каждого разное. И, конечно же, это аспекты здоровья, потому что если у вас идут переработки, это все идет сразу минусом по вашему состоянию и самочувствию. Отличное время переделать неудачные пластические операции или просто какие-то неудачные результаты. Ну, например, плохо вам сделали зубы, можете там изменить, или плохо сделали пластику, или там неудачно ввели филлеры, ну, то есть все что угодно, то есть это менять какую-то ситуацию по здоровью. Или был неэффективным протокол лечения предыдущего врача, специалиста. То есть найти себе того эксперта, который поможет устранить текущую ситуацию или минимизировать последствия. То есть, иными словами, работать над этим. Для некоторых из вас, если намеревались там, брать питомца, брали на передержку, можете этого питомца, допустим, оставить потом у себя. Или задуматься над тем, чтобы взять питомца в дальнейшем. Опять же, обследование ваших домашних любимцев, лечение, ну, то есть все, что с этим связано. А мы сейчас оценим, что вам принесет период ретроградного Юпитера. Что вам принесет? 6 чаш, туз жезлов, 7 жезлов и дно колоды у нас колесница. Итак, как я говорила, это ситуация, когда вы будете выстраивать структуру, формировать или создавать привычки, причем новые привычки, которые вы будете внедрять на ежедневной основе, потому что туз жезлов, 7 жезлов – это также аспекты дисциплины, самоконтроля, выработки терпения, стратегии. Ну и колесница – это активное продвижение, внедрение этого в жизнь. Из серии. Каждый день у вас там пробежка, или гимнастика, или плавание, или вы начинаете день с контрастного душа. То есть это что-то внедрять, эту привычку в себе воспитать. Опять, если это касается питомцев, ну, к примеру, энное количество времени назад, долгий или короткий период, у вас мог умереть домашний любимец, да, там, от возраста, от болезни. И вроде бы как это вам ветрило душу, но сейчас вы можете созреть к тому, что вы наново хотите завести, так сказать, близкого домашнего питомца, который будет греть вашу душу, приносить радость, приносить гармонию, то есть повторение ситуации. Еще 6 чаш, туз жезлов – это больше времени, которое вы высвобождаете для семьи, для родственников или для друзей. По какой причине? 7 жезлов – это закрывая свои какие-то бытовые задачи. Колесница, как я говорила, и приезжающий для вас работник,
Опять же, на элементарном уровне это могут быть вопросы доставки. То есть доставка пищи на дом или там что-то еще. То есть быстро, перманентно решать ситуацию, но за счет труда третьих лиц. И вот тогда это действительно очень качественно облегчит вашу жизнь. Смотрим, над чем нужно поработать. Над чем вам нужно здесь поработать. Король жезлов, солнце, королева монет. В первую очередь это вложения временные и финансовые, ресурсные в свое состояние здоровья, в свой иммунитет, в свою энергетику. Потому что это то, что вас заряжает, то, что дает вам силы, дает ресурс. У многих в последнее время здесь могут идти отток сил или опускаются руки. То есть здесь нужно потратить время и силы для того, чтобы эту ситуацию устранить. Опять же, король жезлов, высвободить время для своих амбиций, целей. За счет чего? Солнце и королева монет. Человек, который будет решать повседневные или бытовые задачи, высвобождая вам время для любимых занятий, для раскрытия своего потенциала, там, для творчества, для работы, для семьи. То есть это, знаете, больше ресурса на то, что вам нравится, то, что вам греет душу. Потому что здесь это действительно может быть как наемный персонал или сотрудники, которые облегчают вам ваш быт. Если по состоянию здоровья, опять же, это вложение в себя, в свое здоровье и внешность в том числе. Ну, например, если вы делаете ринопластику по причине того, что вы плохо дышите, то вы можете убить 2 зайцев и решить проблему с дыханием. И если есть какой-то аспект, то улучшить внешние данные. То есть здесь совмещать приятное с полезным. Поэтому берите себе на заметку. А мы с вами будем переходить к знаку зодиака Водолей. Водолей, у вас это 5-й дом. За что у нас отвечает 5-й дом? За все самое прекрасное, потому что это дом радости, досуга, увлечений, любви. То есть дом взаимодействия с детьми или появления детей, дом творчества, дом азартных игр. Это дом любовников, любовниц, дом физических удовольствий. То есть здесь что-то вы не доработали. Может быть, с кем-то не распрощались, или возобновятся отношения там с любовником или любовницей. Или кому-то, ну не знаю, приедут внуки на длительный период. То есть у кого-то появится ребенок. То есть если, допустим, ранее ваши попытки зачать были неуспешны, то сейчас, ну, все может получиться. Поэтому давайте смотреть и оценивать ситуацию. У кого-то может идти повторное появление детей. Так. Что принесет ретро-Юпитер? Ох, знаковые перемены, которых вы боитесь или не очень ждете. Почему? Колесо фортуны, они судьбоносные, но десятка жезлов сложно вам их будет принимать, потому что принесут они ограничения. С чем это связано? Ну-ка, давайте посмотрим. Королева монет, паж чаши, тройка монет. Для многих это будет связано все-таки с появлением детей, внуков. То есть, знаете, вроде бы и радость, и в то же время тяжесть, да, потому что из-за ребенка вам нужно будет как-то менять или подстраивать по-новому свой график жизни. Безусловно, не для всех вопрос деторождения актуален, там, в силу возраста или каких-то иных обстоятельств. О чем же тогда здесь идет речь? Это ситуация, когда вы захотите реализовать какой-то творческий проект. Ну, не знаю, пишете вы картины, музыку, и там публицистикой занимаетесь, создаете книгу, или можете стремиться, не знаю, там открыть свою галерею, но все как-то не хватало времени, сил, возможностей, ресурсов, то теперь пазл сложится сам собой. Будет какой-то судьбоносный или поворотный момент. Да, тяжело будет соединить пазл. Ради реализации целей и мечты придется от многого отказаться, но это того стоит. И если мы будем смотреть относительно возобновления отношений любовников, любовниц или появления новых. О чем здесь говорят арканы? С одной стороны, вы будете себя ограничивать по принципу «я не буду наступать на те же грабли». Вот об этом говорит 8 мечей. Но 2 чаш, 9 монет, 4 жезлов, это называется «пути Господни неисповедимы». Хочешь, не хочешь, по колесу фортуны карма не отработана, поэтому кто-то наново может постучаться в вашу дверь. Потому что, не доработали вы с кем-то отношения, и для кого-то они могут перерасти в формат семейных. Поэтому водолей, ну что ж, готовьтесь. Ретро-Юпитер может вам дать таковой шанс. Хотя вы, может быть, уже 3 раза перекрестились и сказали: ой, спасибо, не надо мне такого. Но
все может быть по-другому. Хорошо. И завершаем рыбками. Рыбки мои хорошие. У вас ретро-Юпитер идет по 4-му дому. 4-й дом, для тех, кто не знает, у нас отвечает, конечно же, за родителей, в частности, за мать. 10-й дом у нас отвечает за отца, кто не знает. Далее, вопросы родины, вопросы недвижимости, взаимодействия с соседями, обретение нового места жительства, родины как таковой, перепланировки, обустройства, работы на дому, для кого-то укрепление брачных отношений. То есть здесь очень широкий спектр, поэтому будем с вами смотреть, раскрывать, что вы здесь не доработали и что доработать придется. Так, что принесет вам период ретроградного Юпитера? Что могу сказать? Итак, дно колоды у вас 3 монет. А здесь первая триада карт, 5 чаш, 9 жезлов и императрица. Объясняю. Итак, для кого-то после череды неудач может идти создание новой семьи, потому что 4-й дом это также семья. Но для кого-то это будет аспект служебного романа. Дальше. И если был какой-то неудачный опыт, то есть плохая строительная бригада или там не совсем удачное взаимодействие с дизайнером, найти специалистов, которые переделают и сделают все так, что это будет уютно, комфортно, красиво, со вкусом и прям вах, то есть вы будете довольны. Еще, это связка триада карт. Хоть и будет сложно, но для кого-то переезд, если для вас это актуально, лучшее место. Для кого-то пусть с тяжелым сердцем продажа недвижимости. Или если вы в свое время потеряли недвижимость, то это, знаете, как обретение стабильности. Появится какой-то ресурс, не знаю, от работы или социальная служба. То есть помощь от людей, которые вам позволят жить в хорошем месте, красивом, структурном, безопасном. То есть для вас решается эта ситуация. Опять же, для тех, у кого могли быть конфликты с матерью, длительный период не общались, не коммуницировали, не выстраивали отношения, ситуация наладится. То есть возобновить это общение, эти отношения, сделать их более структурными. Еще, для некоторых, скрипя сердцем, обретение новой родины. Это может быть действительно ситуация, когда неожиданно для себя на месте, к которому вы вроде бы не прикипели душой, но обретете радость, гармонию или даже создание семьи, работу, стабильность. То есть все то, что вам казалось по 5 чаш невозможным, по принципу все рухнуло или пропало, или там умерло в один день, и вы теперь не видели по 9 жезлов будущее, то наконец-то оно здесь у вас появится. Появятся эти перспективы. Что стоит проработать? Давайте с вами оценим, что стоит проработать. 6 жезлов, рыцарь жезлов и повешенный. Помнить, что не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Философский взгляд на все происходящее, на новые вещи, на новые события, в особенности, повторюсь, если они связаны с переездом, со сменой места жительства, причем резкими, неожиданными, ну, то есть у каждого может быть по-разному, но примите это с глубиной, с радостью, с самоотдачей, потому что вам это принесет, у вас на колоде 4 монет, стабильность, радость, покой и зону комфорта. Поэтому, как говорят, не так страшен черт, как его малюют. На самом деле для вас эти перемены будут во благо. Опять же, если это касается перемен, перепланировка, ремонт, изменения, то они будут в лучшую сторону. И вам казалось, что, о боже, все пропало, все мне испортили, сделали не так, как я хотела. Новая бригада или новый дизайнер доработает все так, что вы будете в восторге, думаете, боже, как же классно получилось. И хорошо, что там испортили, потому что там получился какой-то лучший вариант. Поэтому вот так, мои хорошие, вам прекрасного периода. Желаю вам, чтобы все рекомендации от карт Таро для вас отыгрались в положительном ключе, чтобы вы взяли для себя зерно истины и положительной информации и были несказанно счастливыми. Берегите себя. Я с вами не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.